Здорово, танкисты, всем привет, с вами Серега, с вами Индомит. Сегодня у нас очередной обзор танков нашей любимой игры Мир танков от Leste Games. Сегодня у нас на обзоре советский прокачиваемый танк 8 левела ИС-2-2, двухстволка, восьмерка. Многие называют эту тачку одной из самых комфортных по пушке, среди тяжелых танков, и действительно очень знатное орудие, тем более еще и их два. И прежде чем мы продолжим сегодняшний обзор, конечно же, прожми лайк под видео и подпишись на канал, если ты до сих пор это не сделал. Ну а мы с вами начинаем, и начинаем мы с бронирования. Итак, господа, коллижен модель нашего ИСа второго, двухствольного, да, ну и давайте с корпуса. Корпус 185, в принципе, как для НЛД, даже тяжелого танка 8 левела. Вполне себе, да, это не супер броня. Нас сюда одноклассники, что обычными, что голдовыми, естественно, пробивают. Но иногда мы что-то будем отбивать, особенно обычные снаряды каких-нибудь Крайслеров, если мы говорим про тяжелые танки ИСов 5, 6. Но, конечно, в целом, конечно, все равно слабая деталь корпуса. Центральная часть уже хорошая, 220. ВЛД 170, да, как ни странно, сайт правильно ведь поставил, сайт. ВЛД 176, а НЛД даже больше брони, да. 184, 185. Эти места у этого танка, они рикошетные, не пробиваются, щеки. Но в целом, да, как верхняя деталь лобовая, конечно, такое. Даже люк мехода больше брони имеет. Все как-то наоборот в этой машине. ВЛД слабее, чем НЛД, люк мехода крепче, чем ВЛД. Запоминайте, Маска орудия 235, такое, в принципе, неплохо. Местами 400, вверху 480. Маска нормальная. Башня у нас по передней части, она у нас такая сферическая. Самые ослабленные места здесь щеки 244, 236. И здесь тоже 239. Дальше уже лучше. 275, 300, 400, 500, 600. Не пробивается. Верхняя планка у нас 52 мм. По правилу 3 калибров только от 156 можно закинуть. Соответственно, 152 уже не забросит. Есть лючок 111. Здесь нет. 101, 104 даже. Боковое бронирование 90. Соответственно, от борта танкует знатно, хорошо. Даже можно иногда чуть-чуть себе позволить перекрутить. Подставляете щеку, здесь в целом, обычные снаряды будет держать. Одноклассников 8-х левелов, не 9-ок, естественно, не 10-ок. А голдой уже кто-то будет пробивать. Такое бронирование. По модулям обязательно прокачивайте ходовую, двигатель, обязательно рацию. Башня нам прибавляет чуть-чуть брони, по-моему, да, чуть-чуть немного прибавляет. И обзору, да, и обзору. И быстрее, кстати, крутится топовая башня. Но нас интересует в первую очередь пушечка. Здесь 100 миллиметровка, два ствола. Альфа 300, 360 на фугасе, 221 у нас пробитие на основном типе снаряда, 256 на голде, 50 на фугасе. Заряжается пушечка 8,5 секунд каждый ствол. Время КД между выстрелами 4 секунды. Время залпа, соответственно, 4 секунды. Разброс на 100 метров 0,38. Точность на самом деле неплохая, как опять же для советского тяжелого танка. Время сведения нормальное, среднее. Не комфортное, не плохое, среднее, 2,5 секунды. По полевой модернизации. Во втором слоте прокачиваем вездеходную ходовую. В четвертом слоте отстройку параллакса. В пятом звукоизоляцию. В шестом, если планируете кататься на турбине, конечно же, на мобильность. Если будете кататься с вентилем, то ставьте на огневую мощь. По оборудованию, по сути, на мой взгляд, здесь только две сборки. В моей сборке вторым слотом, опять же, прокачиваем полевую модернизацию. Я поставил пока еще не довыкачал огневую мощь и оборудование. Закалка, стабилизатор этой пушки очень важен он. И вентилятор. Соответственно, если будете кататься
на турбине, то турбину ставите вместо вентилятора. По снарядам. Основной снаряд у нас бронебойный, скорость полета 980 метров в секунду. Голда у нас подкалиберный снаряд, летит 1250 метров в секунду, что очень даже знатно. Вот, осколочно-фугасный летит 900 метров в секунду. По снаряжению ремка, аптечка, автоматический огнетушитель. У нас 5 членов экипажа, у нас 2 заряжающих, перки наблюдаете перед собой в таблице. Все по плюсам и минусам машины в целом. У нас есть по пушке, касаемо огневой мощи, минимально комфортные УВН минус 7. И это уже неплохо, потому что это в первую очередь советский танк, и у нас все равно минималка есть. У нас хорошая скорость полета снаряда. У нас 2 ствола, у нас не одна пушка. Да, каждая заряжается. Вот, кстати, 7,4 секунды, уже меньше 8 секунд. И у нас всегда заряжено 2 ствола. Соответственно, с КД в 4 секунды между выстрелами мы можем принести там примерно 600 урона. Как для восьмерки, извините, это очень даже круто. Мне вообще нравятся двухствольные аппараты. Вот, у нас, как для тяжелого танка, уникальная точность. Я считаю, 0.33 это очень хорошая точность для тяжелого танка. Комфортное уже время сведения 2,18. ДПМ там почти 2500. По ХП у нас 1670, среднее количество, так сказать, между тяжелыми танками 8 левела. А вот по мобильности, почему я и говорил по оборудованию, что может быть вы будете катать на все-таки турбине, потому что танк медленный, откровенно говоря. 34 вперед, 12 назад, ну вот для меня это душно. И менее 15 лошадей на тонну, опять же нам говорит о том, что этот танк набирать свою максималку будет очень медленно, потому что меньше 15 лошадей на тонну. Вот, по обзору 407 метров, и, кстати, это чуть-чуть больше, чем в среднем на тяжелых танках 8 левела. Вот, машина интересная, но мы помним, что у нас очень слабый корпус. Что НЛД, что ВЛД, брони очень мало. Башня хорошая, люк небольшой, в него тяжело попадать. Башня хорошая, вопросов нет. Хорошо играет от борта. То есть, по сути, с такими УНами это больше танк таких для городских битв и для рельефных карт он плохо подходит. Предлагаю уже отправляться в бой. Давайте посмотрим, как он, собственно, себя чувствует в рендоме. Погнали. Так, господа, обзор боя МИЗ-22. Советский тяжелый танк 8 левела, проходная прокачиваемая ветка. Подвижность, конечно, сратенькая. Честно говоря, он не едет ни хера. От арты прямой лови.
Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так. Ну, косарь с горем пополам настреляли против девяточков. Что там наши-то справится? Нет. Что-то могут и не справиться. Лёва. Кулёва. Блин, нас все фланги жмут. Реально. Просто все фланги жмут. И на центре такое. ТСТ-шку надо, чтобы у них слезали, тогда мы сможем пытаться продавить. Пока ничего здесь сделать по сути нельзя. На ТСТ, который слева от меня, упороться через лево не получится. Потому что ее с горы будут прикрывать. Ух ты. Вот, пробил. Пробили. А мог 2 раза пробить. Семь 4 ведем. 1400 надолбали пока. Ты гля, как у них ТСТшка тут зажила. Артовод жмахнул, да? Уничтожен. Мы таким необычным способом убили врага. Скажем честно. Все, убили. Ребята, почти 3К надолбали. Все, артовод сюда делал за нас. Ой-ой-ой-ой-ой.
нам бы треху надолбать бы. Все-таки восьмерка обязаны треху делать. Ну, что-то как-то не прет. Блин, чуть-чуть до трехи еще. А, ну у нас еще ассист есть. Это тоже неплохо. Хоть. Не получилось мне ее таким же способом забрать. Получилось вот таким. Блин, по захвату победили. Ну ладно, 3200 дали, 540 на отсистили. Почти, сколько там? 3800, сойдет. Хорошее точное орудие на этом танке, реально комфортная очень пушка. И играли в бою против ребят девяток. Мы смогли. Против девяток же бились, по-моему, да? Да. О, мастера дали, ё-моё. Спасибо, спасибо. Целого мастера нам намазали. Второе место по урону. Кстати, за малое количество урона мастера намазали. Получается, что на этом танке как-то все плохо играют, что ли? Ребята, танчик огонь. Танчик огонь. Многие говорят, что это лучшая вообще двухстволка в игре. Но у меня лично есть сомнения с двухстволкой прем, которая... Ну, если прокачиваемая, то возможно. Вот, комфортная пушка. По оборудованию, думаю, самый правильный комплект. Конечно, подвижности не хватает. Может быть, все-таки стоит вместо вентиля ставить, наверное, даже турбину. Можно попробовать, рекомендую вам это сделать. По пятибалльной системе твердую четверку машина заслуживает. Ребята, у кого есть в ангаре эта машина, конечно же, пишите комментарии, какой вы используете оборудование на этом агрегате. Вот. Ставьте лукасы под видео, подписывайтесь на канал. А я вам говорю, до скорых встреч, пока. Поддержи брата-танкиста лайком под этим видео, подпиской на канал, ну и, конечно, прожми колокольчик, чтобы быть в курсе всех новых стримов и самых последних обзоров по нашей любимой игре.